Это у нас городская церковь Богоматери на горе Кармель. Но если присмотреться, то можно заметить также над островом Мануэль купол Кармелитского собора столицы Мальты Валетты, который находится на полуострове Шиберос на противоположной стороне залива. Слева на картинке находится казино с ночным клубом. Справа пятизвездочный Хилтон, а посередине не очень впечатляющий фонтанчик. Ну что тут сказать, мне нравится. Растущие деревья на крышах домов на Мальтийских островах – это так же нормально, как день и ночь. Хотя на море не видно особого волнения, прибой местами зажигает. А это у нас катамаран Валетта Мгаар, который максимально быстро доставит всех желающих на остров Гоза. Всем привет! Мы снова на Мальте, но на этот раз в конце марта. Так сказать, приехали взглянуть на цветущую Мальтийскую республику. И цветы на стене дома справа подтверждают наши ожидания. Но все-таки главная цветущая красота ожидается в других сериях. А сейчас мы идем по городу Гзира, в котором остановились на 2 ночи. И главной нашей целью в этом месте будет набережная Гзиры, Сент-Джулианса и Слимы. Причем в последней планируем прогуляться по самой кромке морского берега. Тем временем микрофон и видеокамеры все больше наполняет колокольный звон. А все потому, что сегодня не просто воскресенье, а вербное воскресенье у католиков. Поэтому ценителям подобных вибраций предлагаю послушать перезвон, изгоняющий из организма все нечистое, в исполнении приходской церкви Богоматери на горе Кармель. В паре сотен метров от церкви находится набережная с видами на остров Мануэль и залив Марсамшет. Но если присмотреться, то можно заметить также над островом Мануэль купол Кармелитского собора столицы Мальты Валетты, который находится на полуострове Шиберос на противоположной стороне залива. А сейчас мы уже находимся в городке Сент-Джулианс, который на сегодняшний день считается самым престижным курортом Мальты. В чем, собственно говоря, мы и попробуем убедиться. Слева на картинке находится казино с ночным клубом. Справа пятизвездочный Хилтон, а посередине не очень впечатляющий фонтанчик. И супер маленькая клумба под фонариком, а над ней высится башня Порто-Маса, вторая самая высокая на острове. А вот, собственно, и наблюдательная площадка, на которую мы, не щадя своих сил, взбирались с редким упорством. Ну что тут сказать, мне нравится. Сразу не заметил, но там на балконах, рядом с перилами, стриженный кустарник растет. Красиво здесь, конечно, но как-то замкнуто, и людей маловато. То ли дело здесь. Залив Спинола также красиво, но значительно люднее. По крайней мере, на автобусной остановке, на которой я сейчас нахожусь, человек 15 точно наберется.
Прокатились на автобусе до остановки Балута и после посещения общественного туалета, который находится в этом месте, решили посмотреть, почему на этом пустыре нет домов. Но причину так и не поняли. Смотрите, какая интересная архитектура дома. В этой арке находится внутренний дворик с пожарными, или как их назвать по-другому, лестницами. А здесь у нас народ любуется на залив Балута или на загорающих на одноименном пляже. Церковь Девы Марии Кармелитской – одна из 365 церквей на Мальте. Башня Портомассо. Вид сбоку. Растущие деревья на крышах домов на Мальтийских островах – это так же нормально, как день и ночь. Мы между тем вернулись к Зиру и осваиваем новый, более короткий маршрут до автобусной остановки. У нас здесь тоже есть своя башня, называется она Восточная, и ее высота составляет 84 метра. Домик, понятное дело, частный, с кучей офисов и пентхаузом. А еще Мальта интересна вот такими перекрестками, украшенными архитектурными объектами религиозной направленности. Перекусив и отдохнув, направились в новую экспедицию, целью которой является набережная Слимы, самого населенного города Мальты. И в данный момент мы снимаем форт Слима, построенный англичанами в конце 19 века. Сейчас в нем находится ресторан или фортица, название которого переводится как «крепость». А вот, собственно, и набережная Слимы. Хотя на море не видно особого волнения, прибой местами зажигает. Но, как говорится, одно дело ходить по выложенному плиткой и мостовой, а совсем другое ходить по изрезанному водой песчанику, из которого состоят Мальтийские острова. Хотя местами складывается впечатление, что в создании некоторых углублений поучаствовал человек. Вот, смотрите, это определенно след от какой-то фрезы, устроившей в этом месте тропинку. А вот еще один. И здесь кусочек вырезан. Я так понимаю, все травмоопасные места на данном участке берега стерты с лица земли. Приятная новость для людей, приехавших сюда без страховки. А вот этот белый налет есть не что иное, как морская соль.
Между прочим, данный неровный берег довольно интересное место для прогулки. А это у нас катамаран Валета Мгар, который максимально быстро доставит всех желающих на остров Гоза, или Гоца, как предпочитают некоторые. Чешет он, конечно, будь здоров. 10 секунд и уже не видно. Местами от набережной в сторону моря отходят вот такие выступы скал. Чтобы немножко ускориться, решили пройтись по ровной набережной. А вот сейчас внизу видна уже довольно широкая вырезанная дорожка, поэтому есть смысл опять туда спуститься. Одинокий парусник вдали идет под стакселем. И идет неплохо. Тем временем мы вышли к мысу, который разделяет водную гладь, собственно, на море и на залив Сен-Жулианс. С этой точки данное разделение видно лучше. Налево залив, направо море. А там мы сегодня уже были. Вспомните эпизод про башню Портомаса и отель Хилтон. А в том месте, на краюшке земли, находится еще одно бюджетообразующее предприятие Мальты – казино Драгонара, расположенное в здании бывшего дворца. В заключение данной серии хочу показать, что Мальта – это не только каменные постройки, но и много зелени, из-за которой выглядывают многочисленные каменные постройки. На этом говорю всем до свидания и до новых встреч!